Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как можно быстро и легко создать простой предмет декора, который можно использовать как подставку под горячее или в качестве тарелочки для украшений. Прежде всего выберем форму подходящего размера. У нас на выбор есть несколько различных форм, например, круглой или овальной формы, но мы, пожалуй, остановимся на вот такой вот квадратной формочке. Далее выбираем материал для работы. Самый простой и не требующий опыта материал – это стеклянная мозаика, подходящая по толщине к нашей форме. Мы выбрали за основу мозаику серии Glass Mosaic. Она представлена у нас в магазине отдельными цветами или готовыми миксами. Благодаря своему составу Glass Mosaic можно использовать для декора как внутри помещения, так и снаружи. Такая мозаика довольно прочная, яркая и легко колется дисковыми кусачками. Мы выбрали три основных пастельных цвета для нашей формочки. Это светло-зеленый, охру и голубой. Теперь пойдем выбирать инструменты. Для работы с материалом нам потребуются роликовые или дисковые кусачки для мозаики. Так как у нас довольно большой выбор инструментов на стенде, используем несколько кусачек и пробуем стеклянную плитку на раскол при помощи разных инструментов для того, чтобы подобрать подходящий. Лучше всего нам подошли дисковые кусачки Red Cat 81 и Red Cat 90. Их мы и возьмем для работы. Теперь приступим к выбору пинцета. Я беру сразу набор пинцетов, так как будет проще выбрать нужный в процессе работы или заменить его в случае необходимости. Теперь подберем материал для монтажа. Это клей. Тут можно использовать цементный клей Керабон с латексной добавкой изоластик. Или, например, вот такой монтажный строительный клей. Он быстрее застывает и подойдет в случае, если формочку необходимо задекорировать побыстрее. В качестве эскиза можно взять любой простой узор или абстракцию. При помощи простого карандаша намечаем предварительный рисунок на формочке. Для пробы раскладываем материал на рабочей поверхности и начинаем колоть плитку на нужные модули. Берем за основу простую форму – треугольник. Так как форма треугольника очень удобна для сборки абстрактного или геометрического рисунка в мозаике, плюс хорошо подходит под выбранный нами эскиз. В процессе работы немного подкручиваю диски у кусачек. Это нужно для того, чтобы материал проще кололся. Отрегулировать положение диска на кусачках можно при помощи простого шестигранного ключа. Для того, чтобы получить треугольную форму, раскалываем плитку пополам и затем из половинок делаем треугольники. Под такой техникой накалываем всю плитку, которая у нас приготовлена для работы. Кстати, для формы такого размера нам потребуется около 100-150 грамм плитки. Треугольники лучше делать разного размера для придания живости в рисунку и форме. В некоторых случаях при работе с наколотой плиткой удобнее использовать пинцет для мозаики, поэтому берем наш набор и выбираем подходящий инструмент. Вот, например, такой с острыми кончиками пинцет не очень подходит под нашу задачу, плитка из него выскальзывает, потому что форма треугольника не подходит под пинцет, поэтому берем что-то более подходящее, в нашем случае вот такой с плоскими кончиками очень хорошо подойдет. Берем монтажный клей и наносим на рабочую поверхность, на небольшой участок. Так как клей быстро застывает, начинаем работу с фрагмента. Проще всего начать собирать рисунок с линии стыков разных цветов. Выкладываем наколотые на треугольнике модули, аккуратно прижимая пинцетом или пальцами к форме. Для работы с клеем можно взять мастихин, так удобнее распределять монтажный состав на поверхности. Слой клея не нужно делать слишком толстым, достаточно толщины в 2-3 мм. Стараемся выкладывать модули ближе друг к другу.
Можно оставлять небольшие швы между треугольниками в 1 мм. Так в будущем мы будем использовать специальную затирку для швов, она скроет все неровности стыков и швы между модулями. Аккуратно заполняем уголки материалом. При работе с монтажным клеем можно использовать острый пинцет для того, чтобы убирать излишки клея между стыками. И нам остался небольшой кусочек, и мозаика будет готова. Наша мозаика закончена, и теперь мы приступаем к затирке. Мы будем использовать серую цементную затирку для швов. Она разводится с обычной водой, и инструкция по ее размешиванию и соотношению компонентов, как правило, указана на заводской упаковке. При смешивании затирки смотрите, чтобы консистенция была однородной и без комочков. Аккуратно распределяем готовую смесь по поверхности, проходим все уголки и швы между модулями. Для распределения затирки лучше всего использовать резиновый шпатель или мастихин. Теперь ждем полного застывания затирки. Для ускорения процесса можно использовать обычный фен или оставить мозаику на пару часов или, например, до следующего дня. После того, как затирка застынет, используем тряпочку, смоченную в теплой воде или влажную салфетку для удаления излишков затирки с глянцевой поверхности мозаики. Можно пройти мозаику несколько раз, таким образом хорошо удаляется вся затирка, которая остается на самом материале. Наша мозаика готова. Ссылки на все материалы и инструменты, используемые в видео, можно найти в описании. А мы желаем вам творческих идей и вдохновения, и до встречи в наших будущих видео. Всем пока!